США – это не только Нью-Йорк и Лос-Анджелес. За пределами городов есть другая страна. Страна, где земля дышит паром над древними кальдерами, где реки текут так медленно, что их принимают за болото, где водопады падают с высоты небоскребов, а ледники хранят лед тысячелетий. От водопадов Орегона до каньонов Аризоны. От великих озер до белоснежных дюн Нью-Мексико. В этом видео вы увидите более 40 природных чудес США. От известных локаций до скрытых уголков, о которых не знают даже американцы. Добро пожаловать в другую Америку. Северная Меса Кейнвилл и Фактори Бьют, штат Юта. Северная Меса Кейнвилл – это гора в штате Юта, похожая на огромный стол, застывший среди моря размытых холмов. Ее вершина плоская и широкая, а бока – крутые обрывы. Гора является одним из самых узнаваемых ориентиров вдоль живописного шоссе 24 между городками Хэнксвилл и Тори. Помимо нее здесь целая плеяда подобных образований. Особенно выделяется еще одна, более известная вершина под названием Фактори Бьют, которая возвышается на 500 метров над долиной. Гора была так названа первыми белыми поселенцами, которые считали, что ее очертания напоминают огромное фабричное здание. Несмотря на всю невероятность пейзажей, это малоизвестные места даже по меркам США. Подъем на вершину северного Кейнвилла подарит потрясающий вид. Волны холмов, редкие каменные скалы-столбики и далекие хребты. Все это напоминает 3D-модель, созданную ветром и дождями. Ниагарский водопад, штат Нью-Йорк. Расположенный на границе США и Канады, он существует около 12 тысяч лет. Это, без сомнения, самый известный и один из самых красивейших водопадов нашей планеты. Но что интересно, Ниагарский водопад – это не один, а сразу 3 водопада. Подковообразный или канадский водопад, американский водопад и Фата. Вместе они образуют самый мощный комплекс водопадов в Северной Америке. Максимальная высота падения воды 57 метров. Но ширина всех 3 потоков превышает километр. Считается, что около 90% воды проходят через подкову. Поэтому больше всего впечатляет именно этот участок водопада. Приблизиться к подножью подковы можно на специальном судне. Это настоящий аттракцион. Большой каньон, штат Аризона. Гранд Каньон, пожалуй, самый известный каньон в мире. Находится он в штате Аризона, на территории одноименного национального парка, а также резерваций нескольких индейских племен. Как считают ученые, основная часть каньона образовалась несколько миллионов лет назад, благодаря стараниям реки Колорадо. Поскольку процессы эрозии продолжаются, он по сей день становится глубже и шире. Его размеры поражают.
Так, длина каньона около 450 километров, ширина верхней части от 6 до 29 километров, а глубина достигает 1800 метров. Так, чтобы просто объехать его на машине без осмотра достопримечательностей, потребуется около 15 часов. Это по-настоящему грандиозный памятник природы. Но Гранд Каньон – это не только красота, но и уникальность. Он словно раскрытая гигантская геологическая книга, страницы которой охватывают миллионы лет истории Земли. Остров Кауаи, штат Гавайи. Гавайи – это последний, 50-й штат США. Он включает в себя одноименный архипелаг, состоящий из 24 островов и атоллов и расположен на расстоянии 3700 километров от континентальной части страны. Это настоящая Мекка для туристов со всего мира. Каждый остров по-своему прекрасен, но, пожалуй, самым живописным островом архипелага многие считают Кауаи. Это старейший из основных Гавайских островов, чей возраст насчитывает порядка 5-6 миллионов лет. Как и весь архипелаг, он имеет вулканическое происхождение, а из-за буйства зелени его нередко называют «остров-сад». Среди главных местных достопримечательностей потрясающее побережье Напали на северо-западе острова. Здесь крутые изумрудные скалы, скрытые пляжи и бирюзовые воды Тихого океана создают один из самых захватывающих пейзажей на планете. Добраться сюда можно пешком по труднопроходимым тропам, на лодке или вертолете. Со стороны воды открывается еще одна невероятная особенность побережья. Это живописные морские пещеры, которые образовались в результате многолетнего воздействия волн на скалы. Кауаи – одно из самых дождливых мест на Земле. На склонах вулкана Вайаалиали ежегодно выпадает 11 тысяч миллиметров осадков, что в 10 раз больше, чем в достаточно дождливом Нью-Йорке. Благодаря влажному климату и гористой местности, на острове множество живописных водопадов, утопающих в окружении тропической растительности. Не менее впечатляет каньон Вайме в западной части Кауаи, прозванный Гранд Каньоном Тихого океана. Его глубина достигает 900 метров. Он прорезан руслом одноименной реки, которая берет начало у подножия Вайаалиали. В сезон дождей особенно невероятно выглядит двухуровневый водопад Вайпоо, который стекает по склонам каньона. Общая высота падения воды достигает 240 метров. Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг. Йеллоустоун – самый первый национальный парк в мире, основанный в 1872 году. Он находится в сердце Йеллоустонской кальдеры, которая считается дремлющим супервулканом. На площади почти в 9 тысяч квадратных километров сосредоточено более половины активных гейзеров нашей планеты. Точка притяжения туристов – большой призматический источник. Он поражает не только внушительным размером, но и невероятной палитрой красок. Его края окрашены в огненно-рыжие и золотистые тона благодаря живущим в теплой воде бактериям.
В то же время центр остается синим из-за чистоты и глубины водоема. Совершенно иной ландшафт предлагают мамонтовые источники. Горячая вода, насыщенная известняком, за тысячи лет сформировала каскады белоснежных травертиновых террас. Эти природные скульптуры напоминают застывшие водопады или инопланетную архитектуру. Особого внимания заслуживают Йеллоустонские водопады, одни из самых живописных в Северной Америке. Они находятся на одноименной реке и являются частью грандиозного Гранд-каньона Йеллоустоуна. Фактически это система из двух водопадов. Верхний высотой 33 метра и расположенный чуть ниже нижней, низвергающийся с высоты 94 метра. При этом нижний водопад почти в 2 раза выше знаменитой Ниагары и выглядит особенно мощно, когда весной талые снега превращают реку в бурный поток. Не менее впечатляет и животный мир Йеллоустоуна. Главный символ парка – американский бизон. Здесь обитает крупнейшее в США стадо этих могучих животных, насчитывающее около 5000 особей. Бизоны – живые свидетели доисторической эпохи, и Йеллоустоун – единственное место в стране, где они непрерывно обитали с древнейших времен. Помимо бизонов в парке водятся лоси, вапити, велорогие антилопы, черные медведи, барибалы, а также гризли и волки. Обилие крупных хищников и копытных делает Йеллоустоун уникальной экосистемой, где можно воочию увидеть, как работает закон дикой природы. Меандер Хорсшу-Бенд, штат Аризона. Примерно в 150 километрах от Большого каньона находится еще одно великое творение реки Колорадо, от которого дух захватывает. Это Хорсшу-Бенд, подковообразный изгиб реки, окруженный высокими стенами из песчаника. На протяжении нескольких миллионов лет река трудилась, чтобы создать 300-метровый амфитеатр и идеальную подкову внутри него. С точки зрения геологии, Хорсшу-Бенд – лишь временный этап. Река продолжает подмывать каменный выступ. Рано или поздно вода прорвется, и знаменитая подкова исчезнет навсегда. Водопад Малтенома, штат Орегон. Это самый высокий водопад в штате Орегон и одна из главных природных достопримечательностей США. Его общая высота 189 метров. И на фоне изящного пешеходного моста Бенсона он выглядит невероятно живописно, словно открытка, ожившая в реальности. Мост расположен на высоте 30 метров над нижним каскадом и позволяет увидеть водопад сразу с 2 уровней. Озеро Крейтер, штат Орегон. Примерно 7700 лет назад произошло извержение стратовулкана Мазама, вследствие которого образовалась огромная кальдера. Ее начала заполнять дождевая и талая вода. И так на свет появилось самое глубокое озеро США – Крейтер, запоминающееся невероятной синевой своих вод. Озеро имеет размеры примерно 8 на 9 километров, а его максимальная глубина доходит до 594 метров,
что делает его 9-м озером планеты по этому показателю. Края кальдеры возвышаются над озером почти на 300 метров и выглядят по-настоящему величественно. Поздние, более мелкие извержения сформировали вулканический конус, образующий остров Визард-Айленд в западной части озера, что дополняет и без того необычную и красивую картину. Национальный парк Уайт Сэнс, штат Нью-Мексико. Национальный парк Уайт Сэнс – это гигантская дюнная система, состоящая из чистейшего гипса, аналогов которой нет в мире. Ее происхождение связано с древним морем, которое испарилось, оставив после себя огромные залежи минерала селенита. Ветер и вода десятилетиями перемалывали кристаллы в мельчайший песок, создав море ослепительно белых барханов. Из-за высокой отражающей способности гипса температура песка здесь значительно ниже, чем в обычных пустынях, что позволило появиться уникальным эндемиком. Сегодня это не просто природный феномен, а хрупкая экосистема. Национальный парк Зайон, штат Юта. Этот живописный парк расположен на юго-западе штата Юта, вблизи города Спрингдейл. А его сердце – одноименный каньон протяженностью более 24 километров, вымытый северным рукавом реки Вёрджин в песчаниках Наваха. Самая узкая и драматичная часть каньона – ущелье Нэрроуз, где стены взмывают вверх на 300 метров. А ширина реки на дне сужается порой до 5-6 метров, создавая гнетущее, но завораживающее ощущение, что скалы вот-вот сомкнутся над головой. Еще одна популярная достопримечательность парка – это скала Приют Ангелов. Забраться на нее непросто, нужно пройти по узкой тропе с цепями, но это точно того стоит. С ее вершины открывается шикарный панорамный вид на каньон. Башня Дьявола, штат Вайоминг. Посреди равнин штата Вайоминг возвышается загадочная башня Дьявола. Это монолит вулканического происхождения по форме, напоминающий гигантский пень, сложенный из сотен каменных колонн. Башня поражает размерами. Ее высота от основания составляет 264 метра. Не менее удивляют и колонны, которые со стороны выглядят не такими уж и большими. Но по мере приближения понимаешь, насколько это монументальное творение природы. В среднем диаметр колонны составляет от 1,5 до 3 метров, а высота может доходить до 200 метров. С монументом связан целый ряд мифов коренных народов Америки. И по сей день башня Дьявола остается священным местом для индейцев и одним из самых знаковых туристических объектов США. Озеро Тахо, штаты Калифорния и Невада. Озеро Тахо расположено в сердце горного хребта Сьерра-Невада. Это второе по глубине озеро в США после Крейтера, а его кристально чистая вода считается одной из самых прозрачных в мире. Озеро образовалось около 2 миллионов лет назад в результате тектонических разломов и последующих ледниковых процессов.
Оно раскинулось на высоте почти 1900 метров над уровнем моря, а его площадь составляет 495 квадратных километров, что делает его крупнейшим высокогорным озером Северной Америки. Национальный парк Эверглейдс, штат Флорида. Эверглейдс – это не просто болото, как может показаться на первый взгляд. Технически это уникальная река шириной около 80 километров, которая движется на юг от озера Окечобии к Флоридской бухте с такой скоростью, что ее почти невозможно заметить глазами. Писательница Марджори Дуглас в 1947 году назвала ее «рекой травы», и это название прижилось. Эверглейдс – единственное место на планете, где аллигаторы живут по соседству с крокодилами. Можно также увидеть флоридского ламантина. Этот ленивый гигант весом до 1000 килограмм тратит до 8 часов в день на поедание водорослей, а его ближайший родственник, как ни странно, слон. В 1979 году ЮНЕСКО включила Эверглейдс в список всемирного наследия. И это не случайно. Хрупкая экосистема реки травы поддерживает жизнь сотен видов, многие из которых не встречаются больше нигде на Земле. Национальный заповедник дикой природы Кристал-Ривер, Флорида. Если в Эверглейдс ламантин лишь возможная удача для наблюдателя, то есть место, где этих ленивых гигантов гарантированно собираются тысячи. Это национальный заповедник дикой природы Кристал-Ривер, где находится один из крупнейших в мире естественных источников пресной воды с круглогодичной температурой 22 градуса Цельсия. Спасаясь от холода Мексиканского залива, сюда на зимовку приплывает так много ламантинов, что заповедник превращается в их главную резиденцию во Флориде. А главное отличие от Эверглейдс в том, что посетители могут не просто увидеть ламантина вдалеке, а плавать и нырять с ним в одной воде. Фантастическое место. Скала Шип-Рок, штат Нью-Мексико. В бескрайней пустыне штата Нью-Мексико возвышается одинокий монолит, который невозможно не заметить. Это скала Шип-Рок, шпиль вулканического происхождения, взмывающий в небо почти на 500 метров. С английского ее название переводится как «корабельная скала». Она действительно напоминает гигантский корабль, навсегда застывший в песчаных волнах пустыни. Навахо же считают это место священным и называют его «камень с крыльями». Самое интересное, посмотрев на все это с высоты, понимаешь, что индейцы в названии были ближе. Шип-Рок – остаток древнего вулкана. Миллионы лет назад это было жерло, по которому поднималась магма. Со временем мягкие породы разрушились ветром и водой, а внутренняя часть устояла, обнажив острый силуэт. В сторону от центральной скалы расходятся лучи застывшей магмы, которые формировались по мере того, как она заполняла трещины в земле во время извержений. Пожалуй, это делает Шип-Рок одним из самых необычных монолитов планеты. Национальный парк Денали, штат Аляска. Это один из крупнейших национальных парков США, расположенный в сердце Аляски. Его главная жемчужина – гора Денали, также известная как МакКинли. Высочайшая вершина Северной Америки. Ее высота составляет 6190 метров над уровнем моря.
Но цифры не передают главного. Денали – одна из самых суровых гор на планете. Из-за расположения у полярного круга здесь царят невероятные морозы, а атмосферное давление настолько низкое, что воздух более разрежен, чем на других шеститысячниках Земли. По сложности восхождения альпинисты ее часто сравнивают с восьмитысячниками Гималаев и даже Эверестом. Но, несмотря на суровость условий, животный мир национального парка настолько богат, что его часто называют субарктической Серенгети. Здесь обитают 39 видов млекопитающих, включая большую пятерку Аляски. Медведей-гризли, волков, лосей, северных оленей и баранов Далла. Каждый год парк посещают более 1 миллиона туристов. Это место, где можно по-настоящему почувствовать величие и первозданную силу северной природы. Пляжи США. Общая протяженность береговой линии США составляет более 150 тысяч километров, поэтому разнообразие американских пляжей поражает. Здесь можно найти легендарные серф-споты Гавайев и уединенные бухты Орегона с причудливыми скалами и оживленные набережные Флориды с их круглосуточным весельем. Один из самых лучших пляжей страны по версии путешественников – Сиеста-Бич во Флориде. Его визитная карточка – невероятно мелкий, словно мука, кварцевый песок, который остается прохладным даже в самый жаркий полдень. Настоящей жемчужиной Тихого океана считается пляж Вайкики на Гавайях. Расположенный на острове Оаху у подножья вулкана Даймонд-Хед, он давно стал символом райского отдыха. Здесь мягкие волны идеально подходят для начинающих серферов, а закаты превращают небо и океан в единое полотно огненно-оранжевых красок. Совершенно иной, почти инопланетный пейзаж открывается на Кэнон-Бич в Орегоне. Вместо пальм здесь суровые сосны, окутанные туманом, а вместо лагуны – могучий Тихий океан. Центральная достопримечательность – 72-метровая скала Хейсток-Рок, возвышающаяся прямо из прибоя. Каждый пляж США обладает собственным неповторимым характером. И впечатления от этих мест остаются на всю жизнь. Даймонд-Хед, штат Гавайи. Вулканический конус Даймонд-Хед возвышается на восточной оконечности пляжа Вайкики, прямо на краю столицы штата Гавайи Гонолулу, и увидеть его можно практически из любой точки города. Это главная визуальная доминанта всего побережья. На фоне города он настолько сюрреалистичен, что кажется, как будто его дорисовали. Высота конуса 232 метра. Диаметр кратера больше километра. Когда смотришь на его склоны, упершиеся прямо в волны океана, становится по-настоящему жутко осознавать. Этот исполин когда-то выстрелил пеплом одной вспышкой и затих навсегда. Сейчас он просто стоит, заслоняя собой часть побережья, и делает Гонолулу тем городом, который невозможно спутать ни с одним другим на планете. Национальный парк Долина Смерти, штаты Калифорния и Невада. На западе США находится одно из самых жарких мест на Земле – Долина Смерти.
Температурный рекорд здесь был зафиксирован в 1913 году. Тогда столбик термометра поднялся почти до 57 градусов Цельсия. Но не только экстремальной жарой может похвастаться долина смерти. Это край удивительных и очень разных ландшафтов. Так, впадина Бэдуотер, которая расположилась на 86 метров ниже уровня моря, является самой низкой точкой земной поверхности в Северной Америке. После редких дождей она превращается в гигантское зеркало, покрываясь тонким слоем воды. А когда под палящим солнцем влага испаряется, на поверхности проступают белые многоугольники из кристаллов соли. Другая локация парка – это Забриски-Пойнт. Застывшая симфония золотистых холмов, напоминающих волны из легкой шелковой ткани. Всего в нескольких километрах палитра художника. Это тоже холмы, но совершенно другие. Они разноцветные и выглядят так, будто их вручную раскрасили сотни мастеров. Но самой известной локацией Долины Смерти является высохшее озеро Рейстрек-Плайя, которое лишь изредка наполняется водой. Его главная фишка – движущиеся камни. Валуны весом до нескольких сотен килограммов медленно перемещаются, оставляя за собой длинные извилистые следы. В 2014 году ученые выяснили, что небольшие камни движутся из-за комбинации дождя, тонкого ледяного покрова и ветра. Однако загадка перемещения крупных валунов так и остается неразгаданной. Ледник Менден-Холл и водопад Наггет, штат Аляска. Ледник Менден-Холл – это река из льда длиной более 20 километров, которая стекает с ледового поля Джуна, пятого по величине в Северной Америке. Он расположен всего в 20 минутах езды от столицы Аляски, города Джуна, и считается одним из самых доступных ледников в мире. Рядом с ледником находится водопад Наггет, который питают воды одноименного ледника-притока. Водопад низвергается с высоты 115 метров двумя каскадами. Сначала 30 метров, затем мощный сброс на 85 метров, прямо в озеро Менден-Холл. Вместе они образуют один из самых необычных пейзажей на Аляске. Йосемитский национальный парк, штат Калифорния. На востоке штата Калифорния находится Йосемитский национальный парк, площадь которого составляет порядка 3000 квадратных километров. На столь внушительной территории расположились живописные пейзажи, от которых перехватывает дыхание. Парк в первую очередь известен благодаря долине Йосемити, с ее скалами и похожими на купола горами из серого гранита. Самая известная из них – Эль-Капитан. Этот величественный скальный массив возвышается над долиной Йосемити более чем на 900 метров и является культовым местом для скалолазов и туристов со всего мира. Но не только скалами богата долина. В Йосемитском национальном парке есть несколько десятков больших водопадов и сотни маленьких. Именно здесь находится один из самых высоких водопадов Северной Америки – Йосемити. Его совокупная высота составляет 739 метров. Хоть он и не самый высокий, но точно один из самых красивых в мире. Но настоящая интернет-звезда – водопад Лошадиный хвост. Он завоевал популярность благодаря редкому оптическому феномену, когда лучи заходящего солнца под определенным углом подсвечивают струи воды, водопад окрашивается в огненно-оранжевый цвет и кажется, будто по камням льется раскаленная лава.
Национальный парк Великие песчаные дюны, штат Колорадо. Парк находится на юге штата Колорадо, у подножья хребта Сангре-де-Кристо. Он в первую очередь славится самыми высокими дюнами в Северной Америке, до 230 метров высотой, которые живописно контрастируют с заснеженными горами. Дюны возникли из отложений, накопленных реками, которые когда-то пересекали долину Сан-Луис. Это уникальное место для пеших прогулок и сэндбординга. Аризонский кратер, штат Аризона. История этого гигантского и весьма хорошо сохранившегося кратера началась порядка 50 тысяч лет назад. Метеорит диаметром около 50 метров летел со скоростью 12 км в секунду, пока не столкнулся с нашей планетой. В результате образовался кратер глубиной 170 метров и диаметром более километра. В наше время он пользуется популярностью у туристов. Ежегодно его посещает более 200 тысяч человек. Интересно, что кратер – это частная собственность. На протяжении многих лет им владеет семья Беринджеров, поэтому его второе название – кратер Беринджера. Колонны водохранилища Кроули, штат Калифорния. Водохранилище Кроули в первую очередь известно массивными каменными столбами на восточном берегу, которые напоминают руины древнего храма. Их происхождение долгое время оставалось загадкой. Сегодня считается, что они сформировались после мощного извержения, случившегося около 760 тысяч лет назад. Долгое время эти образования были скрыты. После наполнения водохранилища в 1941 году волны начали размывать берег, разрушая более мягкие породы и обнажая устойчивые столбы, создав тот вид, который мы знаем сегодня. Национальный парк Катмай, штат Аляска. Национальный парк Катмай находится на юге полуострова Аляска, и добраться сюда можно только на гидросамолете или лодке. Дорог к парку нет. Он был основан в 1918 году, чтобы защитить уникальный ландшафт, возникший после извержения вулкана Наварупта, одного из самых мощных извержений 20 века. Но когда говорят про этот парк, обычно вспоминают другое. Здесь обитает более 2000 бурых медведей. Это крупнейшая в мире популяция охраняемых гризли, а самое лучшее место для наблюдения за ними – знаменитый водопад Брукс. Каждое лето миллионы лососей поднимаются на нерест к этому водопаду, а прямо над струями воды стоят гризли и ловят рыбу ртом на лету. Их может быть до 2 десятков одновременно, что выглядит просто невероятно. Долина монументов, штаты Аризона и Юта. Вдоль границы штатов Аризона и Юта на плато Колорадо многие путешественники стараются увидеть местную достопримечательность – долину монументов. Это возвышенная равнина с рядом останцев из красного песчаника. Некоторым останцам были даны собственные имена – 3 сестры, Восточная и Западная Варежка и другие. Самые выдающиеся из них имеют высоту более 300 метров над дном долины. Если включить фантазию, может показаться, что это окаменелые пеньки гигантских древних деревьев. Но, впрочем, все гораздо прозаичнее. Скалы сформировались в результате длительного процесса ветровой и водной эрозии. Пространство долины буквально пронизано духом индейского племени Навахо.
Сухая растительность и вольный ветер словно рассказывают о былых временах племени. Собственно, эта территория принадлежит Навахо и сегодня. Водопад Гранд-Фоллс, штат Аризона. Это удивительный сезонный водопад, расположенный на территории резервации Навахо, примерно в 48 километрах от города Флагстаф. Его общая высота достигает 56 метров, а ширина потока в полноводный период может впечатлять своей мощью. Чтобы застать Гранд-Фоллс во всей красе, нужно специально планировать поездку на короткий весенний период. Из-за красной глины и песчаника вода приобретает яркий шоколадно-коричневый оттенок, поэтому водопад часто называют шоколадным. Ледник Кник, штат Аляска. Ледник Кник, расположенный в 80 километрах от Анкориджа, еще одно потрясающей красоты место Аляски. Он представляет собой огромное ледяное поле на севере гор Чугач, растянувшееся на 40 километров, что делает его одним из крупнейших ледников Аляски. Ледник питает своими водами одноименную реку, впадающую в залив Кука. Сложно поверить, но еще 15 тысяч лет назад он покрывал территорию современного Анкориджа. Это заставляет восхищаться силами природы, которые за тысячи лет способны изменить лицо Земли до неузнаваемости. Большое соленое озеро и солончак Бонневиль, штат Юта. Большое соленое озеро – это наследник древнего озера Бонневиль. Оно исчезло из-за изменений климата, но оставило после себя сразу несколько водоемов и солончак. В 1950-х озеро было разделено 30-километровой железнодорожной дамбой на две части – северную и южную. И с этого момента началось превращение в необычный двухцветный водоем. Северная часть, почти лишенная притоков, стала мелеть, а уровень солености здесь начал повышаться, в связи с чем смогли выжить только определенные растения и микроорганизмы, которые способствовали появлению розоватого оттенка воды. Южная же часть осталась прежней. В дальнейшем часть дамбы была заменена мостом. Это решило проблему разного уровня воды в половинках озера. Но внешние различия между частями водоема до сих пор остаются. Еще одна часть древнего озера – это солончак Бонневиль площадью 260 квадратных километров. Идеально ровная поверхность делает Бонневиль легендарной трассой скорости. Здесь десятилетиями устанавливают мировые рекорды, разгоняясь до 1000 километров в час. Когда стоишь посреди этой ослепительно белой бесконечности, где нет ничего, кроме соли и неба, будто попадаешь на другую планету. А после дождя солончак превращается в гигантское зеркало. Национальный парк дерева Джошуа, штат Калифорния. На юго-востоке Калифорнии, на стыке двух пустынь, Мохаве и Колорадо, растут странные волосатые деревья с растопыренными ветвями. Это деревья Джошуа. Собственно, из-за них парк и получил свое название. Но что интересно, на самом деле это не деревья, а гигантские юки, древовидные вечно зеленые растения, которые живут до 900 лет и вырастают до 12 метров. Но парк знаменит не только необычными растениями. Здесь разбросаны причудливые скалы из мансанита, который миллионы лет растрескивался под ударами ветра и воды. Скалы напоминают черепа, грибы или сложенные кем-то каменные башни.
Благодаря этому парк считается одним из лучших мест для скалолазания в мире. Водопад Сноквалми, штат Вашингтон. Это один из самых впечатляющих и легкодоступных водопадов штата Вашингтон, расположенный всего в часе езды к востоку от Сиэтла, на реке Сноквалми. Высота водопада достигает 82 метров. Для коренного народа Сноквалми – это священное место. Согласно легендам, именно здесь Создатель почтил землю присутствием, а поднимающийся от водопада туман служит мостом между небом и землей, по которому молитвы уходят к Творцу. Но в первую очередь водопад известен во всем мире благодаря культовому сериалу «Твин Пикс». Именно с его кадрами начиналась каждая серия. Брайс-каньон, штат Юта. Брайс-каньон хоть и называется каньоном, но на деле это несколько природных амфитеатров, созданных эрозией. Вместо привычного речного русла – тысячи каменных шпилей, выточенных из мягких осадочных пород. Яркая расцветка этих столбов – заслуга примесей железа и марганца. Окисляясь, минералы окрашивают породу в густые оттенки охры, меди и нежно-розового. Наиболее эффектно местные ландшафты выглядят на рассвете и закате, когда скалы словно светятся изнутри. Национальный парк Маунт-Рейнир, штат Вашингтон. Национальный парк находится всего в 87 километрах к юго-востоку от Сиэтла, а его главная звезда – действующий стратовулкан Рейнир высотой 4392 метра, который является высочайшей вершиной каскадных гор и виден за 100 километров в ясный день. Гора покрыта крупными ледниками общей площадью около 90 квадратных километров. А район Парадайс на высоте 1600 метров считается одним из самых снежных мест на Земле. Сложно в это поверить, но за зимний период здесь в среднем выпадает около 16 метров свежего снега. Летом картина меняется. Местность покрывается субальпийскими лугами и дикими цветами. Открываются потрясающие виды на ледники, а доступные пешеходные тропы зовут в путь. Когда стоишь у ног этого древнего исполина и видишь, как облака цепляются за его вершину, сразу понимаешь, почему индейцы называли гору «Матерь вод». Остров Уналашка, штат Аляска. В 1200 километрах к юго-западу от Анкориджа затерялся удивительный остров Уналашка. Он входит в состав Алеутского архипелага и простирается на 128 километров в длину. Его безлесные вулканические ландшафты покрыты изумрудными лугами и пронизаны грядами пологих гор. А главную доминанту составляет потухший стратовулкан Макушино высотой 2036 метров, часто скрытый в облаках. Климат здесь суровый. Большую часть года царит прохладная, ветреная погода с высокой влажностью и частыми осадками. В прибрежных водах острова Уналашка встречается настоящее китовое изобилие. Здесь кормятся горбатые киты, финвалы, малые полосатики, касатки и даже редкие серые киты, которых можно наблюдать прямо с берега в бухтах. С июня по сентябрь киты особенно активны, и их фонтаны и хвосты, взмывающие над бирюзовой водой на фоне зеленых сопок, зрелище, которое пробирает до мурашек.
Национальный парк Арчес, штат Юта. Национальный парк Арчес, расположенный в штате Юта, славится самой высокой концентрацией естественных арок в мире. Миллионы лет назад на этой территории плескалось море. Исчезнув, оно оставило после себя огромную соляную подушку. Со временем, благодаря геологическим процессам и эрозии, из песчаника сформировались причудливые арки, словно созданные рукой талантливого скульптора. На площади более 300 квадратных километров их насчитывается свыше 2000. Визитная карточка парка – изящная арка. Ее пролет имеет 14 метров в высоту и почти 10 метров в ширину. Она считается неофициальным символом штата Юта. Водопад Шошони, штат Айдахо. Этот потрясающий водопад находится на реке Снейк, всего в 5 километрах от города Туин-Фоллс. Его высота достигает 65 метров, а ширина водной завесы в полноводный сезон доходит почти до 300 метров. Водопад сезонный. Весной, когда тает снег, река Снейк ревет гигантской стеной, сотрясая каньон своим грохотом. А к концу лета большая часть воды уходит на орошение окрестных полей, и Шошони превращается в несколько тонких струй. Скальное образование «Волна», штат Аризона и Юта. Перед нами древние песчаные дюны, которые за миллионы лет спрессовались в камень и благодаря минералам окрасились в яркие цвета. Позже дожди и ветер выточили в песчанике глубокие желоба, превратив скалы в застывшие волны. Увидеть это чудо непросто. Ежедневно сюда пускают лишь 64 человека, а пропуска разыгрывают в лотерее. Но даже выиграв билет, нужно готовиться к испытанию. Маршрут туда и обратно около 10 километров по песку и скалам без троп, указателей и тени. Это проверка на прочность, особенно в жару. Однако желающих это не останавливает. Некоторые пытаются выиграть заветный билет годами. Вулканы Большого острова, штат Гавайи. Остров Гавайи, который также называют Большим островом, самый крупный в Гавайском архипелаге. Его площадь превышает 10 тысяч квадратных километров, что почти вдвое больше, чем все остальные острова вместе взятые. Но главное – это самый молодой и самый геологически активный остров Гавайев, который продолжает расти прямо сейчас. Именно здесь находятся сразу 5 гигантских вулканов, 2 из которых, Килауэа и Мауна-Лоа, остаются действующими. И не просто действующими, а одними из самых активных на планете. Так, Килауэа самый активный, а Мауна-Лоа – крупнейший по объему действующий вулкан на Земле. Здесь можно увидеть результат вулканической активности, который сформировал сушу посреди океана, а также удивительные вулканические образования – кальдеры, шлаковые конусы, брызговые гребни, фумаролы и даже черные песчаные пляжи. С 1916 года эта территория входит в национальный парк Гавайские вулканы и настолько значима, что внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для коренных гавайцев эти земли важны не менее и считаются священными. Еще одна удивительная гора Большого острова – это спящий щитовой вулкан Мауна-Кеа. В последнее время о нем говорят все больше, называя его самой высокой горой на Земле. Правда, есть оговорка. Высота надводной части составляет чуть больше 4200 метров. Еще около 6000 метров спрятано под водой. Получается общая высота вулкана более 10 километров.
Эверест – бесспорный чемпион по высоте над уровнем моря. Но Мауна-Кеа обладает куда большей массой и общей высотой от основания, что, согласитесь, весьма любопытно и делает этого гиганта уникальным объектом. Вершина Мауна-Кеа – одно из лучших мест для наблюдения за звездами. Здесь расположена Международная астрономическая обсерватория, настоящий город из телескопов. Выходит, Мауна-Кеа словно соединяет два загадочных мира – мир океанских глубин и мир звезд. Каньон Антилопы, штат Аризона. В штате Аризона на территории индейцев Навахо расположен знаменитый каньон Антилопы. Он сформировался в результате длительного воздействия воды и ветра на песчаник. В течение тысячелетий дождевые потоки вымывали узкие проходы, создавая удивительные извилистые формы. Благодаря игре света и тени здесь царит сюрреалистическая атмосфера. Лучшим временем для посещения считается полдень, когда солнце находится в зените. Река Миссисипи. Говоря о США, невозможно не упомянуть Миссисипи. Это крупнейшая речная система в Северной Америке и главная водная артерия страны. Река протянулась почти на 3800 километров, а ее бассейн охватывает 31 штат. Миссисипи известна своей неукротимостью и невероятной, почти мистической противоречивостью. Еще Миссисипи – одна из самых подвижных крупных рек мира. Так отклонения русла могут доходить до нескольких километров за десятилетия. Огромные размеры реки и разнообразие мест обитания делают ее убежищем для невероятного количества видов. Это поистине природное чудо Америки, живой организм, который дышит, разливается и меняет ландшафты по своей воле. Национальный парк Секвойя, штат Калифорния. Уникальный парк расположен в Калифорнии, в южной части горного хребта Сьерра-Невада. Парк занимает обширную площадь с горным рельефом и граничит с Кингс-каньоном, еще одним национальным парком. Популярность ему принесли гигантские секвойи, среди которых можно найти самое большое дерево на Земле по объему и массе, существующее на данный момент. Его называют генерал Шерман, в честь генерала времен Гражданской войны в США. Высота дерева более 83 метров, а вес приблизительно 1900 тонн. При этом окружность гигантского дерева у основания 30 метров. Имена есть и у других деревьев, если их размеры того заслуживают. В общей сложности в гигантском лесу растут 5 из 10 самых больших деревьев мира. Однако парк славится не только секвойями. Здесь можно полюбоваться живописными горами, быстрыми реками и глубокими озерами, а также подняться на известную скалу Моро, с высоты которой открывается удивительная панорама. Великие озера. Великие озера – это система из 5 гигантских пресноводных водоемов. Верхние, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио, расположенных на границе США и Канады, которые вместе образуют крупнейшую группу пресноводных озер на Земле. Озеро Верхнее, самое большое и глубокое из них, является еще и самым большим пресным озером по площади в мире. Его максимальная глубина достигает 400 метров,
а объема воды хватило бы, чтобы покрыть всю Северную и Южную Америку слоем в 30 сантиметров. Только озеро Мичиган целиком принадлежит США, остальные 4 разделены с Канадой. Вместе Великие озера содержат около 21% мировых запасов пресной воды. Это сопоставимо с озером Байкал, где около 20% мировых запасов. Поэтому обе системы по праву считаются главными пресноводными сокровищницами Земли. Берега озер – это песчаные дюны, живописные скалы и густые леса, которые весной и летом расцветают буйством красок. Через систему озер и рек можно выйти в Атлантический океан по морскому пути Святого Лаврентия, что делает Великие озера важнейшей транспортной артерией для США и Канады. Калифорнийское шоссе номер 1. Чтобы полюбоваться побережьем США на автомобиле, лучше всего выехать на шоссе номер 1. В Калифорнии его также называют Тихоокеанским шоссе. Это дорога вдоль побережья Тихого океана, которую считают самой романтичной в Америке. Основная и наиболее популярная ее часть расположена между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Причем, если хочется в полной мере насладиться окружающими невероятными видами, то лучше выезжать именно из Сан-Франциско. Тогда океан окажется по правую руку, и будет удобнее останавливаться на смотровых площадках и фотографировать. Природа США прекрасна, удивительна и многообразна. Это настоящий микс из уникальных локаций, которые мы только начали исследовать. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. На этом все. До встречи в новых, удивительных местах планеты Земля.